Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у нас с вами второй урок по чехлу. Выкройка у нас есть, мы с вами все раскроим, сошьем, обработаем верх, низ бутылки, и также я покажу, как сделать так, чтобы шов не собирался. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И также есть несколько вариантов раскройки. Вы можете просто все обвести и вырезать. Или вырезать одну часть и затем ткань сложить вдвое и вырезать как бы по одной части. Мне удобнее по одной части, поэтому я вырезаю вот так наполовину, все разрезаю по центру. И буду складывать ткань вдвойне и вырезать по одной из частей. Вот я сложила ткань вдвое лицевой стороной внутрь. И вот здесь у нас середина, где шов, где у нас сгиб, вот он. И сейчас все прикладываю, закалываю иголочками и ножницами вырезаю. Я вырезаю без припусков, так как ткань у меня очень хорошо тянется. Все у меня заколото, и теперь можно вырезать. По низу я оставила еще 1 сантиметр на всякий случай. И вырезаю. Ну вот все у меня вырезано. И теперь я снимаю выкройку и подколю ткань вместе и сделаем наметку. Затем у нас будет с вами первая примерка. Это как шить платье. И все подкалываю. Совмещаю все края. И так как мы припусков не делали, но ткань у меня тянется, поэтому я примерно вот так 1 сантиметр вот такими мелкими стежками и прошью. А затем буду смотреть, насколько мне надо или отпустить, или затянуть. И продолжаю наметывать. Дохожу до верха. Вот я дошила до сюда и остановилась. И сейчас будем примерять. Не забываем, что здесь у нас будет подгиб. И берем бутылку и прямо вот на изнаночке прямо так и одеваем. Я все натягиваю хорошо. И вот вижу, что у меня, можно сказать, практически идеально все село. Вот, смотрите. Здесь у нас будет, это будет уходить вниз под резинку. И вот вы видите, как мы с вами чехол практически идеально мы его стянули. Ну, может быть, вот тут чуть-чуть надо будет отпустить. Сейчас достану мелок и отмечу. Вот я еще раз натянула все, ничего убирать не надо. Практически все идеально село. И теперь мы с вами вот здесь, как делали в предыдущей бутылке. Так, сейчас постараюсь камеру чуть-чуть повыше. Вот так вот. Все убираем. И сейчас сделаем с вами треугольничек. Оставляю примерно 1,5 сантиметра. Вот так и вот так. И все прошиваю. Все закрепляю. Все. Чехол, можно сказать, у меня идеально подошел. Снимаю и прошиваю все на машинке. Вот я прошиваю прямо, где у меня наметка. И прошиваю полностью по всему чехлу. Я прошила. Теперь снимаем наметку. И вот здесь вот подрежем, конечно. Вот это слишком большое, будет мешать. И теперь убираю всю лишнюю наметку. Наметку я убрала и немножко вот уберу здесь, чтобы все подровнять. Шов можно или на одну сторону, или в разутюжку. Я предпочитаю в разутюжку. И можно его даже отутюжить. Шов я разутюжила. Теперь поворачиваем чехол и будем примерять.
Вот как он выглядит в развернутом состоянии. И теперь примерим. Одеваем на бутылку. Извините, дернула снова камеру. Здесь у нас ложится красивый треугольник. И вот у нас все вплотную прилегает. И вот здесь у меня 4,5 сантиметра, которые мы с вами оставили. Нам это надо подогнуть вот таким образом и прошьем. И в это же время мы с вами вставим резиночку. Резиночку я взяла вот такую хорошую. Поэтому сейчас покажу вам, как это сделать. Вот мы все примерили, убедились, что у нас все красиво лежит. Ткани у нас хватает. И вот сейчас я возьму и расстояние, которое у меня здесь ткани, я возьму его и на 2 части подогну, наполовину. И сделаю это по всему диаметру. И еще одно уточнение. Если вы работаете с одной и той же тканью или с одинаковым бархатом, и вы знаете, насколько он тянется и как он вообще ведет себя, то это можно делать не на бутылке, а сразу пускать под машинку. Ну, а я продолжу работу. Я все подогнула. Теперь я снимаю чехол и покажу, что делать дальше. Теперь мне надо все ровно выправить и еще раз подколоть. Вот все вот эти края, которые у меня подогнулись, я беру, все расправляю и закалываю немножко в другом направлении, чтобы они не подгибались. И продолжаю работу. Вот у меня все одинаково, вымеряем и по всему диаметру. Теперь нам надо пустить строчку и в одном месте оставить небольшое отверстие, примерно 1,5 сантиметра, чтобы продеть резиночку. Когда начинаем шить, обязательно делаем закрепочку. И затем вот так аккуратненько все расправляем и прошиваем. И постепенно убираем иголочки. Когда шьете, обязательно натягивайте бархат, чтобы, когда одевать будете на бутылку, ниточка не лопнула. И не доходя примерно 1,5 сантиметра до закрепки, где мы делали, снова делаем закрепку. Здесь у нас остается отверстие. Край у меня прошит, и он достаточно хорошо тянется. И вот здесь у меня отверстие. У меня булавка, резинка. И нам остается продеть резиночку. Заходим в один край и выходим в другой. И затем резиночку подошьем. Я затягиваю вот так. И теперь 2 края резинки мне надо подшить. Убираю булавочку. Беру иголочку. Так, я потеряла свою иголочку. Сейчас вернусь к вам. Еще раз примеряем, чтобы резинки нам хватило вот так полностью расширить чехол. И 2 края вместе подшиваем. И, конечно, закрепляем. Несколько раз туда-сюда. Резиночку заправила внутрь. И вот у меня чехол стягивается. Чехол я одела на бутылку. Посмотрите, какой у нас красивый верх. Такой треугольничек получился. И низ. Так, сейчас поправлю все. Вот какой низ у нас получается. Все затянуто, все красиво и все чисто. Думаю, этот вариант понравится многим. Сегодня мы с вами научились делать лекало. Сшили с вами еще один чехол, новый вид обработки низа. В следующем уроке мы с вами будем декорировать чехол. Также я покажу разные виды декора, поговорим о декоре, как украсить, что украсить. И в своих уроках постепенно я вам буду показывать разные виды декора, как его прикрепить, как его украсить, ну и многое другое. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, вы задавайте. Я заранее все вопросы собираю и затем стараюсь в своих видео отвечать.
Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного впереди очень много. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока!